Всем привет! Сегодня хотелось бы поговорить о сериале 2015 года «Последний». В ролях Юн Ги Сан, Пак Йо Джин. Пак Йо Джин — это девушка, богатая невеста из сериала «Воспоминания о Бали». Я уже где-то говорила, что в «Криминальном городе» фильм такой есть. Мне понравился актер Юн Ги Сан. Он там бандита играл, отморозка просто. И вот я почти все просмотрела, или почти все, что-то понравилось, что-то даже начинала, но не досмотрела. Но по всем понравившимся хочу сделать обзор, а именно сериалы «Трасса номер 1», «Хорошая жена», «Пансанская гончая», «Криминальный город». Кратенько о сюжете. Молодой амбициозный парень Чан Тэхо уговаривает своего друга принять участие в фондовом трейдерстве, торговле акциями, обещая, что они хорошо заработают. Быстро и без труда. Но что-то пошло не так, и он проиграл все. А так как средства были заемными, то заемщик решил их убить, залив в них алкоголь, посадив в машину и утопив ее. Но главный герой спасается и пытается спасти своего друга, но это ему не удалось. Друг погибает, его преследуют без гроша в кармане в поисках еды. Он оказывается на Сеульском вокзале и знакомится с миром бомжей, и волей случая становится номер 7 из 7 главарей этих самых бомжей. Попутно его знакомят с правилами, с иерархией этого мира. Быстро поняв, что ему придется часто доказывать свое превосходство кулаками, он обращается к номеру 2 с просьбой научить его драться. Так как номер 2 бывший чемпион Азии, я поняла, что по тайскому боксу могу ошибаться. И постепенно их тренировки переходят в дружбу, так как оба изначально не были бандитами. Чан Тэхо прекрасно понимал, что живым ему не выбраться, пока живы все его враги. В процессе он начинает понимать, что его подставили, ему заранее была уготована участь козла отпущения, и у него возникает план отмщения. В результате погибает друг номер 2. Главного героя подстерегает опасность на каждом шагу, но финал хэппи-энд. Все враги повержены, он отсидел небольшой срок, на свободе его ждут верные друзья и любимая девушка. Сериал динамичный, смотрится хорошо, следишь за развитием сюжета, очень много колоритных персонажей. Да и в плане расширения кругозора познавательно. В большом городе каждый из нас сталкивается с попрошайками. На улицах, в автобусах, возле магазинов, на оживленных городских улицах подбегают к машинам, рассказывая байки, и сердобольные люди поддают, хотя, мне кажется, они сами в положении не ахти каком. Есть среди попрошаек, наверное, одиночки, а есть и организованные, которые приносят прибыль кому-то. Удивили поединки 1 на 1, какой-никакой кодекс чести, что ли. И главному злодею номер 1 тоже приходится участвовать в поединках, отстаивая свое положение номер 1. Есть сцена в сериале, когда номер 1 открывает и показывает номеру 7 комнату, сейф с деньгами, уложенными в штабеля, не знаю как кому, но мне стало страшно. Но не принесут они никому счастья, только смерть, и это вопрос времени. Кстати, главный герой, когда план отмщения удался, он распределил все деньги между бомжами на съем дешевого жилья и на старт какого-нибудь малого бизнеса. А еще запомнилась притча индейцев, что у человека внутри живет два волка. Упрощенно, один хороший, а другой плохой. Победит тот, которого будешь больше кормить. В общем, всем рекомендую, не пожалейте время, затраченного на просмотр. Очень понравился актер, сыгравший номера 2, настоящий мужчина без понтов, и актер, сыгравший номер 1, главного злодея. От его взгляда стынет в жилах кровь, и, конечно, Юн Ги Сан. Мне кажется, можно посмотреть этот сериал всей семьей. Сцен насилия не больше, чем в любом рядовом боевике. Откровенных сцен нет вообще. Я за один день посмотрела все серии. Сюжет настолько захватывает, что не можешь отложить на завтра. И сцены поединков мне очень понравились. Профессионально мне, как дилетанту, показалось. Спасибо за просмотр. Всем пока.